Конечно же, вы знаете, что когда мы изучаем русский язык, очень важно интересоваться русской культурой. И частью русской культуры, очень важной частью русской культуры является кино. В этом видео я вам расскажу и порекомендую один русский фильм. На прошлой неделе в последнем видео я вам рассказала о русском писателе Антоне Павловиче Чехове и его рассказе «Дама с собачкой». Если вы не видели это видео, то можете посмотреть, ссылка будет наверху, а также я оставлю ссылку внизу в описании под видео. В 1960 году был снят советский фильм, который называется «Дама с собачкой» по рассказу Антона Павловича Чехова. И в этом видео я вам расскажу, о чем этот фильм, а также в конце видео мы посмотрим маленький фрагмент из этого фильма. Как я уже сказала, фильм был снят в 1960 году. Очень интересный факт, что если мы сравним рассказ Чехова и фильм, советский фильм «Дама с собачкой», то мы увидим, что они одинаковые. Режиссер ничего не добавил. Он оставил сюжет Чехова. Даже если мы послушаем диалоги персонажей, они говорят то же самое, что написано в рассказе Чехова. Поэтому очень здорово прочитать рассказ и посмотреть этот фильм. Или наоборот, посмотреть фильм и прочитать рассказ. Главную роль в этом фильме, Анну Сергеевну, сыграла молодая актриса Ия Савина. Это был ее дебют, ее первая роль в кино. И она сыграла очень естественно. Она очень хорошо передала чувства своей героини. Эту грусть, когда она нервничает, мы видим, когда она волнуется, потому что видит Гурова, когда она плачет и переживает, мы можем видеть эти чувства. Гурова сыграл актер Алексей Баталов и тоже очень хорошо сыграл своего персонажа, передал все его чувства, его задумчивость, его грусть, когда он в своем мире, когда он недоволен. Да, все это мы можем видеть на его лице. Очень важно добавить, что этот фильм получил специальный приз на Каннском кинофестивале в 1960 году. И это очень важно, потому что советский фильм, его заметили на Западе, его оценили. Теперь давайте мы с вами посмотрим, о чем же этот фильм. Точно так же, как и рассказ Чехова. Потому что сначала мы видим, что это история любви. Это фильм о любви. Мужчина, который женат, женщина, которая замужем, они встречаются, влюбляются, и история любви. Но если мы посмотрим глубже, то мы увидим еще одну тему, очень важную тему. И это тема пустоты, внутренней пустоты, когда пусто, когда ничего нет внутри. Что я хочу этим сказать? Посмотрите, у нас есть два героя. Да? Первый герой – это Гуров Дмитрий Дмитриевич. Это очень успешный человек. У него есть семья, жена, дети, работа, деньги. У него есть все. Но этот человек недоволен своей жизнью. Он не наслаждается своей жизнью. Он живет так, как нужно жить, как надо жить, да, как ему сказала общество жить, но не так, как он хочет. И теперь другая
героиня – это Анна Сергеевна. Она тоже вышла замуж очень молодая, когда ей было 20 лет. Ее муж хороший человек, но она несчастлива с ним. Она не наслаждается жизнью, она не живет, она не чувствует. Она только существует. Так вот, два человека, пустых внутри, мужчина и женщина, недовольные своей жизнью, они встречаются. И, возможно, первый раз в своей жизни они начинают чувствовать. Да, они видят другую жизнь, настоящую для них жизнь, с настоящими чувствами и эмоциями, настоящую любовь. И здесь возникает вопрос, что делать? Они не знают, что делать с этими чувствами, с этой новой жизнью. И есть два пути. Первый путь – это вернуться к старой жизни. Но я думаю, что это уже невозможно. И другой путь – это начать новую жизнь. Но это очень страшно. И в своих произведениях, в своих рассказах Чехов часто говорит об этом, об этой проблеме, что человек живет, он живет скучной, однообразной, неинтересной жизнью, он хочет изменить, он хочет жить по-другому, но он ничего не делает. Во многих рассказах и произведениях Чехова мы можем увидеть эту тему. Так вот, если мы смотрим, когда мы смотрим этот фильм или читаем рассказ, то мы видим, что нет конца у этого фильма, нет финала. Мы не знаем, как закончился этот фильм, что решили герои, мы не знаем, потому что они ничего не решают. И здесь уже мы, зрители или читатели, должны для себя решить, как произойдет все, что потом будет. Ну а теперь я вам расскажу немного о языке, о русском языке, на котором говорят в этом фильме. Этот фильм, я думаю, что этот фильм очень хороший для тех, кто изучает русский язык, потому что, во-первых, герои говорят довольно медленно и четко. Это уровень B1, B2. В этом фильме очень много пауз. Нет длинных разговоров. Это короткие фразы, короткие разговоры и потом тишина, потом пейзажи. Поэтому вы не устанете, что должны слушать постоянно много. В этом фильме нет современного сленга. Нет каких-то странных выражений, непонятных русских. То есть это классический, красивый русский язык. Давайте мы посмотрим маленький фрагмент из этого фильма. Сначала вы посмотрите этот фрагмент без субтитров, а потом мы посмотрим еще раз с субтитрами. Готовился я когда-то к карьере певца. Думал петь в частной опере, но бросил. А теперь имею в Москве 2 дома, служу в банке, хотя по образованию филолог. Бывает так. Бывает. Ну вот, теперь вы знаете обо мне решительно все. Впрочем, нет, не все. А что? Зовут меня Дмитрий Дмитриевич Гуров. Анна Сергеевна. Доброй ночи. Готовился я когда-то к карьере певца. Думал,
думал петь в частной опере, но бросил. А теперь имею в Москве 2 дома, служу в банке, хотя по образованию филолог. Бывает так. Бывает. Ну вот, теперь вы знаете обо мне решительно все. Впрочем, нет, не все. А что? Зовут меня Дмитрий Дмитриевич Гуров. Анна Сергеевна. Доброй ночи. Вы можете посмотреть этот фильм бесплатно. Я оставлю ссылку в описании под этим видео. А также вы можете прочитать рассказ Чехова «Дама с собачкой» в адаптированном варианте. Адаптированная книга, уровень B1. Я также оставлю ссылку внизу в описании под видео. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там я также публикую материалы. Думаю, что буду публиковать больше материалов в Телеграме. А я с вами прощаюсь до следующей пятницы. Всего вам самого доброго. Пока-пока.